Здравствуйте, друзья! В прошлом видеоролике я вытачивал детали для портативного мини-холодильника, которые вы можете видеть сейчас на своем экране. В данном видеоролике я буду собирать его в единое целое и пробовать, как он будет работать. Этот девайс предназначен в основном для того, чтобы охлаждать вот такие баночки с напитками. Устройство по задумке может ставиться рядом с компьютером, на компьютерном столе и подключаться по USB кабелю непосредственно к компу. В качестве охлаждающего элемента здесь будет элемент пельтье. То есть это электронный компонент, никаких компрессоров здесь не будет. В общем, приступаем к сборке. Заодно расскажу вам, что здесь к чему. Это, собственно, основной корпус устройства с ребрами охлаждения. Через эти ребра должно отводиться тепло, выделяемое вот этим вот элементом. С одной стороны он охлаждается, а с другой нагревается. Это тепло нужно выводить в окружающую среду. Снизу впрессовано фальш-дно, через которое будет отводиться тепло по всему корпусу. Намазываем элемент пельтье теплопроводной пастой. Элемент весьма кривой. Здесь можно пасты не жалеть. То есть тут, если тонким слоем намазывать, от этого лучше не будет. Проводки вывожу в отверстие. Все электросоединения будут расположены снизу. Устройство с электрической точки зрения очень простое. Никаких микросхем, ничего здесь не будет. Элемент должен быть промазан с двух сторон. Как можно равномерней размазываем и аккуратненько прилепляем к дну. Так, теперь нужно как-то его там аккуратненько отцентрировать. Готово. Теперь берем и вставляем пенопластовый изолятор. Вот так вот четко он сюда становится. И вставляем стакан. Стакан нужно отцентрировать. Здесь я предварительно просверлил два отверстия с резьбой, чтобы можно было его зафиксировать, прижать к элементу пельтье. Теперь прикручиваю винтиками. Винтики имеют текстолитовые подкладки, чтобы уменьшить проникновение холодной части в горячую. Изначально я хотел склеить все это дело, как обычно. Но подписчики такое не любят. Пришлось делать все как надо. Ну вот, друзья, наш холодильник практически-то и готов. Можно его уже даже подключать. Но он еще не очень красивый. Нужно все это дело облагородить. Для этого вставляю декоративный элемент из дерева. Декоративный элемент сделан из ясеня. Дерево тоже весьма неплохо изолирует тепло. Это раз. Во-вторых, как вы видите, здесь есть такая тоненькая окантовочка. Теперь соберем крышку. Крышка тоже должна быть в виде термоса. На дно вставляется вставка пенопластовая. И закрывается декоративной заглушкой, тоже из ясеня. Здесь сделаны ребра. Но это не ребра охлаждения, это ребра, чтобы дерево имело меньший контакт с алюминием. Ну и крышка в итоге должна получиться как термос. И вот так накрывается. Допустим, ставим баночку, и оно должно закрывать ее. Вот и все. Банка с грохотом не бахает туда, потому что здесь пространство очень маленькое. Все подогнано. Ну, донышко я пока не могу поставить, потому что нужно спаять электрику. Спаял я электрику. Ребята, электрика здесь очень простая. Ничего здесь нет. Кроме как два провода через разъем питания подходят к элементу пельтье через кнопочку. Это обычная простейшая кнопочка с фиксацией и подсветкой. Когда мы ее нажимаем, она начинает так очень красиво светиться. Так, все это скручивается. Вот так вот теперь выглядит этот холодильник. Я уже проводил кое-какие испытания, и как вы можете заметить, на дне есть бумажка. Это я просто наклеил малярный скотч. Все это сделал для того, чтобы иметь возможность измерять температуру.
Потому что вот этот вот термометр, он алюминий не хочет измерять ни в какую. То есть тут или свет отражается, я не знаю. Ну, то есть стакан вот этот, допустим, уже довольно холодный, а он все показывает такую же температуру, как и окружающая среда. Ну, либо чуть-чуть меньше, там, на пару градусов. Для этого я наклеил бумажку. Да, нужно везде их понаклеить, чтобы можно было испытать устройство в работе. Для того, чтобы подключать через USB порт, сделал такой вот кабель. Это у меня был блок питания. Вот. Ну, а это я сюда припаял USB разъем. Сейчас я подключу его к устройству, и мы попробуем, как оно работает. Начнем его тестировать. Подключил на заднюю стенку компьютера. Так, сейчас наклею контрольную бумажку. Измерять буду и снаружи, и изнутри. Продемонстрирую, как работает кнопочка. Я ее включаю, и, как видим, горит и светится очень красиво. Так, ну а теперь пробуем, что у нас получается. 22,2 градуса и 1, 0. То есть, как видим, температура понижается. И это при том, что все открыто, колба открыта. Ну, то есть, тепло сразу же и внутрь проникает. Идет теплообмен. Если крышку сверху поставить, оно будет как некое подобие термоса. Видно, что температура понижается. Наружная часть тем временем нагревается. 33,6, 33,7, 33,8. Опять до 33,7. Но оно сейчас опять подымется. Пойдет вверх. 33,9 и так далее. Здесь, ребята, главное было обеспечить, чтобы снаружи стакан хорошо охлаждался. Ну, я тут уже кое-какие эксперименты проводил. Немножко недостаточно. Из-за этого и внутри не так сильно он охлаждается, как мог бы. Ну, по крайней мере, от USB. Если подключить от дополнительного источника питания, вот возьмем такой у меня есть, и попробуем подключить через него. Я здесь уже и вентиляторы мутил, то есть расскажу вам все сейчас по порядочку, что как я делал. Значит, от USB мы отключаем вот этот кабель и подключаем другой кабель. Сейчас вы увидите, динамика какая будет. То есть здесь уже совсем другие мощности. Ну, пока тестил на минимуме, что может этот блок питания. Это 8,5-8,7 вольта. Ну, 9 вольт, грубо говоря. Такие, кстати, блоки питания тоже есть. Можно их под этот разъем приспособить. Значит, смотрите, здесь ток, ну, 2,6 или 7 ампера на 9 вольтах. Смотрим, что происходит. Ну, тоже 14,6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 13,9 и тогда, видите, температура понижается. Понижается довольно-таки быстро. При этом снаружи уже 38 градусов. Ну, я хотел сделать устройство компактным. Оно получилось компактным, но зато оно сильновато греется. Приходится ставить вентилятор. Я еще что-нибудь придумаю, какой-нибудь симпатичный вентилятор, или снизу можно будет поставить, или какой-то такой типа стимпанк сбоку как-то пригородить что-то, маленький вентилятор. Вот, потому что он очень здорово помогает в работе. Он очень сильно улучшает работу холодильника. И даже от USB он тогда имеет возможность работать более-менее нормально, где-то в районе 13 градусов он баночку может охладить. Так, накроем пока крышечкой и попробуем добиться максимума. Прошло примерно полчасика времени. Смотрим, что там у нас внутри. А внутри у нас минус 1,5, минус 1,7 градусов. Так, ну можно уже зарядить сюда баночку. Попробовать, за сколько она будет охлаждаться. Сейчас 22 градуса.
И мы попробуем. От USB тест будет немножко позже. Сейчас попробую на, скажем так, максимальных режимах. Температура колбы 35 градусов. Прошел час, и сделаем еще один замер температуры. 12,2 градуса. Здесь 6 градусов на донышке. В принципе, 12 градусов это уже приятная температура для питья. При 9 вольтах примерно за час охлаждает до этой температуры. Без какого-либо дополнительного охлаждения оставил холодильник на ночь, подключенный чисто к USB порту компьютера. Смотрим, какую температуру он нам покажет. Вынимаю баночку, и мы смотрим. Температура 16 градусов. Температура внутри холодильника 14 градусов. То есть это, друзья, чисто подключенная к USB порту, без какого-либо дополнительного охлаждения снаружи. Потому что, как выяснилось, даже подключенная к USB, колба греется, что мешает охлаждению. Вот смотрим. 37 градусов ее нагрев. Если бы она была нагрета около 30 градусов, то есть с вентилятором дополнительным, например, тогда бы она охлаждала гораздо лучше и быстрее. Теперь смотрим, как оно подключено к USB. Вот он выключатель, можно включить, выключить. И вот он провод идет. Идет, прямо в комп втыкается. Втыкается непосредственно в заднюю стенку компа. Если подключать через обычный кабель, тоненький, то даже такого эффекта будет невозможно достичь. Ну а теперь пару советов, ребята, для тех, кто захочет повторить такое или подобное устройство. То есть, что здесь можно улучшить? Это был прототип. Я его не рассчитывал, никакими расчетами не занимался, делал по наитию. То есть, надеялся, что все будет отлично работать. И как вы видите, девайс в принципе рабочий. Но есть кое-какие моменты, с помощью которых можно многократно улучшить эффективность его работы. Ну, первое, это тоненькая очень изоляция. Изоляция, которая из пенопласта у меня состоит внутри, там вы видели. Здесь буквально где-то 8 мм ее толщина. Если даже вдвое-втрое увеличить эту толщину, то минимум в 2 раза теплоизолирующие свойства будут лучше. А здесь они, я чувствую, что не на высоте. Просто хотел сделать компактное, маленькое устройство. Ну, как видите, компактность, она может ухудшить качество. И второе, самое главное, нужно обеспечить гораздо лучший теплоотвод. То есть стоит сюда подключить вентилятор, обдувать его снаружи, как устройство начинает работать совершенно по-другому. И даже от USB оно охлаждает до 7 градусов. И это было не на всю ночь оставлено, это было часа на 3 оставлено примерно. Оно успело так охладить. Сама колба охлаждалась до 5 градусов. Вот можем даже сейчас попробовать, холодильник открытый, насколько прогрелась. Ну вот 13 градусов сейчас колба. В принципе, она особо даже в открытом состоянии не прогревается. Устройство по-прежнему подключено. То есть два таких простейших момента. Сделать лучше теплоизоляцию и сделать лучше теплоотвод снаружи. В общем, на этом все, дорогие друзья. Кому видео было интересно, подписывайтесь на мой канал. Также обязательно подпишитесь на дополнительный лайв-канал, который у меня есть, ссылку я дам в описании. Ссылки на элемент пельтье и на кнопку я также дам в описании, где я и почем их приобретал. На этом все. Всех благодарю за внимание и всем пока.